Ну что, мне хороший? Нет, нормально. Ну, ты все равно будешь и немного ниже меня. Ну, пониже? Мне кажется. Ну, норм. Да. Как давно у нас работаешь? Я работаю здесь уже 3-й год. Ты давно хотела заниматься чем-то подобным? Преподавание, там, какой-нибудь курс для молодежи? Или спонтанно получилось? Ну, скорее спонтанно. Наверное, мне это стало прям нравиться в процессе работы уже. Но мне больше нравится, конечно, вот со взрослыми людьми работать. Это очень интересно. Взрослыми ты называешь каких людей? Ну, от 16, 16 от 15 это уже взрослые. Ну да, с детьми еще я занимаюсь, и это тоже интересно, хотя детей сложнее включить в процесс. Все-таки взрослые люди, они понимают, зачем они приходят. Вот. Ну и плюс со взрослыми можно более сложные какие-то вещи обсудить. Ты закончила МУХу Да. на стекольщика. Ну, мне кажется, материал какой-то это вторичного, а рисование, всякая живопись, это, в принципе, на всех кафедрах примерно одинаково преподается. В смысле, в стекло вошла тоже как-то случайно? Ой, в стекло я вообще вошла случайно. Как ты вошла в стекло? Ну, я просто не знала, куда пойти. Я вошла в Какую стекло. выбрать кафедру, пошла на стекло. Ну, ты бы хотела, вот если бы, допустим, у тебя просто как бы вот не было необходимости условно зарабатывать, ты бы хотела заниматься витражами просто. Витражами не хотела бы, нет. Я бы, ну, если бы я жила где-нибудь в Италии, я хотела бы, да, проектировать светильники. Такой почти Италия. Вот, Северная Венеция. Северная Венеция. Вот, но светильниками я бы хотела заниматься, да, витражами не хотела. Вот интересно поговорить про материалы. Ну, вот понятно, там, допустим, какие-то минералы или породы, там, гранит, малахит, янтарь, там, гемоглюконат, потом гипс, например. Вот. А если вот такая градация в стекле? Ну, мне кажется, что стекло — это вообще какой-то космический материал, равному которому нет. Это, если честно, но я просто очень люблю стекло, несмотря на то, что я им не занимаюсь. Ну, это сложный, во-первых, материал. Мне кажется, он гораздо сложнее, там, чем даже керамика. Пусть простят меня керамисты. Вот, ну, то есть очень большой процесс, ну, очень большой путь от задумки до конечной реализации. Во-первых, там очень много специфики, да, материалы, ты не всегда получаешь то, что ты ожидал. Ну, вернее, ты достаточно редко получаешь то, что ты ожидал, но бывает, ты получаешь даже что-то лучше, чем ты ожидал, или что-то другое, но нужно достаточно много лет вообще, чтобы въехать, что это такое, как со стеклом работать, что можно, что нельзя с ним сделать, как оно будет смотреться, там, выигрышно, не выигрышно, ну, в общем, да. Вот в каком искусстве и в какой мере, как ты думаешь, просто твое мнение, должен разбираться каждый человек? Ну, по-хорошему, мне кажется, в каком-то идеальном мире, конечно, каждый хорошо бы, чтобы вообще имел представление о всех, ну, там, видах искусства, да, и визуальных, и музыкальных, там, и театральных. Потому что мне кажется, что на самом деле культурный какой-то уровень общества, ну, он и формирует общество. То есть некоторые считают, что экономика там важнее и все такое. Но мне кажется, что здоровое общество во многом зависит от уровня культуры, ну, каждого человека. И плюс, мне кажется, еще, что чем человек лучше ориентируется в этом всем, тем ему интереснее жить. Ну, потому что чем ты больше знаешь, тем мир как бы предстает более интересный. Какой период искусства ты наиболее импонирует? Ну, так не могу сказать прям. Наверное, я могу сказать, что мне меньше импонирует. Скажи, что тебе меньше импонирует. Наверное, меньше мне импонирует какой-нибудь классицизм. Вот. Но вообще я очень люблю эпоху Средневековья. Это прям my love. Ты же делала даже календарики тематические. Я и календарики делала, и вот из стекла я делала всякие средневековые штуки там. Ну, то есть это прям такая многолетняя у меня история, которая не перестает меня волновать. Раз ты заговорила о дуализме.
минутка философии. Тебе знаком платоновский миф о пещере? Вот ты бы хотела быть в пещере в такой счастливой консерве, или знать вот это вот то, что вот есть, ну, невероятно какая-то широкая, обширная вселенная с непознаваемыми какими-то законами, с кучей людей и, в общем, вот со всем вот этим. Ну, я, наверное, живу в парадигме, да, умножения знаний умножает печаль. Ну, то есть я живу в этом, но иногда вообще, честно признаться, хочется стать таким консервированным, счастливым человечком и вообще ничего не знать. Но это скорее какие-то редкие такие моменты. В целом, мне кажется, что лучше расширять свое поле, да. Ты веришь в душу? Да. Как ты думаешь, где она находится, душа? Она находится в теле или рядом с телом? Я думаю, что это одно, просто такое, как типа солнце, да, там есть свет и, например, само физическое тело, но оно как бы неотделимо взаимосвязано. Ну, то есть психика, тело, душа, это все такое неразделимое. Вот, ну, допустим, я не знаю, ну, с помощью языка мы говорим, с помощью руки мы там можем брать всякие вещи. Мозг является анализатором, там, нервным анализатором, чувственным анализатором, регулирует там всякие гормоны и прочее. И вот в чем функция души? А мне кажется, вот как раз-таки, что это и есть, может быть, проблема современного там человека, вот это какое-то бесконечное расчленение, распад на какие-то атомы. Ну, то есть это то, это все, а на самом деле смысл в какой-то, мне кажется, вообще целостность. Не то, что у мозга одна функция, у тела другая, нет. Мне кажется, что в идеале все должно, не должно, все вместе. Ну, это в идеале. Вот. Но можно взять часть мозга одного человека и пересадить его в другого человека, допустим. И он приживется. Можно взять печень одного человека и пересадить другого человека, как бы тоже. Душу ты не пересадишь. Вот, но душу ты не пересадишь. Что будет, если из человека убрать душу? Не работает. Не работает. Перестает идти на работу. Компьютер не работает. Ну да, в каком-то, наверное, моем мировоззрении все-таки душа как-то важнее тела. То есть думаю, как человек. ты считаешь? Ну, мне кажется, что человек — это душа и есть. Расскажи про твой самый захватывающий опыт театральный в Петербурге. Мне было интересно, конечно, соучастником быть создания вот этих там декораций, как я уже говорила, для детского театра. Это было супер захватывающе, да, волнительно, и детки там приходили с бантиками, мы подшивали уже на актерах там быстрые костюмы, а дети уже садились там в зал. Ну, в общем, очень хотелось их порадовать. Я вот вспоминаю, я в школе старшей ходила на спектакль «Поминальная молитва». Молитва. Вот, и это вообще был такой первый спектакль, который меня, ну, как-то так тронул, и с тех пор мне стало интересно. До этого я как-то была вообще супер равнодушна к театру. Я думаю, что мы там уже можем заканчивать. Я тебя хорошо ответил. Спасибо за интервью. Увидимся с вами в следующих программах. Пока.